пожалуйста. Белоусова Алла Андреевна. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? Мы ехали с мужем вместе с водителем, который погрузил вещи с моего магазина, то есть товар и наши вещи личные. И на въезде в Славянск на канале нас арестовали представители Нацгвардии. Одели мешки на голову, связали руки, привезли в какое-то подземелье непонятное, но под ногами ощущалось стекло разбитое, очень много стекла. И провели допрос, то есть только одной меня. Спросили, почему я попала к ним. Я сказала, не знаю. Потом они начали мне говорить, что как ты не знаешь. Ты же возила в Семеновку террористам продукты. Ну тогда мне стало все понятно, что это все связано было с моей деятельностью, которая заключалась помогать ополченцам. То есть не просто ополченцам, а защитникам нашего региона, нашего Донбасса. Я бывший предприниматель, помогала просто финансово, всем, чем могла, потому что на сегодняшний день и тогда я придерживалась политики, что мы обязаны защитить свою родину. Подскажите, когда это произошло? Это произошло 19 августа. Когда вас задерживали, вам какие-то обвинения или на основании чего они вас задерживали? Ничего вообще. Когда посмотрели мой паспорт, потом посмотрели какой-то список, и на моем паспорте они остановились. И сразу послужила команда лицом на капот, выйти с машины, вот такая вот. И я просто не ожидала всего того, что они сделали, как бы лицом кинули на капот, быстро связанные руки. Я даже, вот честно сказать, растерялась от такой быстроты мешки на голову. Но я даже не понимала вот причину такого задержания низкого. Пытки, издевательства какие-то были в ваш адрес? Пытки, я считаю, и издевательства были в мой адрес в том плане, когда они предлагали меня насиловать нашим пленным, которые могут подтвердить этот факт. Были издевательства, когда проходили в туалет, я сидела на земле с мешком на голове. Каждый проходящий бил меня по голове. Моральное унижение. Не разрешали в туалет сходить, а ежели было и разрешено, то не снимая веревок с рук. Такой дискомфорт, что в туалет хоть писи в плавке, вот честно говорю. Не кормили нас. Уже когда начинался процесс комы, когда у меня упал сахар, и глюкометром мне померял врач украинский сахар, то оказалось, что у меня 1,2. То есть это должна была наступить кома. Поэтому они мне дали хлеб, сверху растекшееся сгущенное молоко, чтобы у меня не произошло смерти. Хотя я не понимала, зачем они это делают. Они же говорили, пустят меня в Краматорске по минному полю с мужем вместе. Потом говорят, нет, смерть это легкая для тебя. Мы пустим тебя в Запорожье к матерям погибших. Потом опять же на следующий день говорят, нет, это тоже легкая для тебя смерть. Мы тебя повезем на СБУ в Харьков, осудим и отправим на Львовскую колонию, где ты будешь медленно и постепенно подыхать. Скажите, как долго вы были в плену? Около месяца я пробыла в плену. Я прошла Краматорский аэродром 3 дня. Потом Изюм, подвал холодный, раздетые, не кормили нас, брали одни показания. Когда не соглашались с этими показаниями, они говорили, пиши другие показания, указывая, что ты кормила террористов. Только тогда мы твоего мужа накормим. Да, я и не отрицала, что я кормила наших ополченцев, но не террористов. Это наши с Донбасса ребята. Почему я должна была их не кормить? Вот так вот. Потом они нас отправили на Харьков. Мужу у меня на глазах ребра ломали. Муж психологически до сих пор подавленный.
Я более сильная женщина. Подскажите, когда происходил обмен, они вам отдавали ваши документы, вещи? Нет, они вещи в Краматорске у меня забрали и сказали, больше тебе, сучка, вещи не понадобятся. Я посмотрела, говорю, а что со мной произойдет? А ты больше жить просто не будешь, и все. Ну, я смирилась с тем, что я больше жить не буду, как бы. Поэтому в Изюм, когда привезли, я начала спрашивать за свои вещи. Мне сказали, вы приехали без вещей. Все, что есть, это ваша дамская сумочка. Точно так же в Харьков мы приехали без вещей, но единственное, что отдали из вещей, это коробку с фотографиями. Документы у вас изымали? Документы у меня забирали, паспорт, но мне его вернули. Ну, то есть, когда уже обмен происходил, нам паспорта возвращали перед обменом. Спасибо.